Ну что ж, а после восстановления Polyvox меня было уже не остановить. На складе грязи у нас давно уже пылился синтезатор Маэстро, который когда-то висел над баром в старом клубе рядом с балалайкой. И вот руки мои дошли до него. Вскрытие показало, что синт довольно интересный. Выпускался он на том же заводе, что и Polyvox, и внутри выглядит столь же по-военному. Он реально круто собран. Литая алюминиевая рама, платы из текстолита, с кондерами, которые уже не похожи на советские. Традиционные аккуратные жгуты на веревочке, мощные бессмертные кнопки. А джойстик просто шедевр овер-инжиниринга, его походу перенесли с органа управления какого-то вертолета. Спасибо за сборку безымянному товарищу Никулину. Маэстро уже в значительной степени состоит из дискретной логики и даже имеет настоящий процессор KR580, который управляет арпеджиатором. Это советский аналог Intel 8080, который ставили на настоящие персональные EVM. Вообще с такими устройствами я дела не имел, поэтому для ремонта пришлось параллельно изучить схему и логику его работы. Первая и самая простая проблемка была в том, что арпеджиатор включался, но не выключался, пока не перезагрузишь устройство полностью. Причиной такого поведения оказался дохлый триггер K561TR2, на замену которого залетел зарубежный аналог CD4043. Вторая проблемка была в том, что вместо 4 голосов синт выдавал только 3. И вот с этой неисправностью я засел на несколько дней. Я давай прозванивать плату по схеме, не особо понимая, куда вообще копать в этом лабиринте. Сначала даже пошел по неверному пути, решив, что дело в микросхемах коммутаторов, формирователей тембра, но их замена ничего не дала. После нескольких дней поисков виновник нашелся, и это оказалась микросхема K176IE2 в блоке преобразователей, которая выдавала какую-то дичь. Ее заменил на новую. Следующая проблема была в том, что в режиме регистров номер 2 звучали ноты, как будто включен 32-й. При этом остальные регистры работали корректно. Блок управления был в порядке, и тут уже причина была на плате процессора. Прозвон дорожек привел к обнаружению странной особенности. Если прикоснуться щупом осциллографа к шине, отвечающей за активацию 32-го регистра, когда по факту включен второй, все начинало работать как надо. То есть осциллограф своим собственным сопротивлением и емкостью подавлял некую помеху. Конденсатор и резистор, отвечающие за подавление помех на этой шине, оказались исправны, но замена кондера на другой большей емкости решила проблему. Это, конечно, костыль, и причина явно не в нем, видимо, помеху создает какая-то подуставшая микросхема, и, наверное, когда-нибудь она сгорит, но тем не менее сейчас все работает. Что необычно, для ремонта не понадобилось поменять ни одного электролита. Последним этапом восстановления Маэстро была его чистка. В клубе он висел в далекие времена, когда в кабаках можно было курить, и все его тело было покрыто хорошим таким слоем табачной смолы. Немало салфеток пало в борьбе за его чистоту, и после чистки он реально изменился в цвете. Звучит он, своеобразно. Его изобретатель пытался имитировать звучание различных реальных инструментов, о чем говорят надписи на панели выбора пресетов. Но по мне звук его больше напоминает старые игровые консоли, что тем не менее вполне применимо и в современной музыке, которая по задумке должна звучать как старая. Такие дела. Теперь на студии уже 3 советских ретро-синта.